Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов я вам покажу обзор гибридной лампы для ногтей. Также сравню ее с популярной лампой Sun One. Заказала я ее с любимого сайта AliExpress. Продавец отправил товар быстро, очень общительный. Упаковка товара прочная, как видим, из защитной надутой упаковки. То есть повредить товар при доставке довольно-таки тяжело. Доставка заняла чуть меньше, чем 2 недели. Коробка все же немного смята с одной стороны, но, надеюсь, на целостность товара это не повлияло. Достаем лампу и кабель. Лампа приятного персико-розового цвета. Итак, лампа состоит из 48 светодиодов. Расположены они довольно густо, что улучшит качество просушки геля или гель-лака. Также между светодиодами большого пространства пустоты нет, поэтому и нет слепых зон, то есть нет места, где гель-лак не будет просушиваться. Диодики размещены таким образом, что при сушке материала он высыхает равномерно. И это касается в основном большого пальчика, так как часто возникают с этим проблемы. Но здесь диоды расположены как раз на месте большого пальца. И ноготь в таком положении будет просушиваться равномерно. Сама лампа на вид довольно стильная, так как и у большинства ламп есть поддон. Поддон в данной лампе пластмассовый. Также здесь есть датчики движения с одной и с другой стороны. Они помогают включаться лампе в нужное время, то есть когда ручка помещена в лампу. Это ускоряет процесс работы и облегчает работу как мастеру, так и клиенту. Позже проверим, насколько чувствительны данные датчики. На поддоне есть магнитики, которые нужно правильно разместить к основанию лампы, попасть в дырочки. И магнитами поддон плотно закрепляется к основной массе лампы. В центре лампы есть такой себе круг. Я, конечно, думала, это либо регулятор, либо кнопка включения, но это просто декор. Здесь есть 4 основных кнопки. Кнопки сенсорные, не имитация под сенсор. Кнопка включения, которая автоматически работает на 2 минуты. Кнопка 10, 30 и 60 секунд. Работу и чувствительность кнопок мы сейчас также проверим. В комплекте идет кабель и инструкция. Инструкция как на китайском, так и с другой стороны инструкция на английском языке. Все подробно показано. Проблем не должно возникнуть даже у тех, кто плохо знает английский, ведь все подробно показано на картинке. Кабель не имеет блока питания, то есть это прямой шнур от лампы в розетку. Для кого-то это плюс, для кого-то минус. Часто при ударах самого блока питания лампа выходит из строя, точнее зарядка лампы не работает. Кабель не короткий, что также очень удобно. Подсоединив лампу и включив ее, неожиданно находим скрытый экран таймера. При очень ярком освещении цифры видно достаточно плохо. Сенсорные кнопки быстро реагируют на мельчайшее касание. Проверим датчики движения. Для того, чтобы они сработали, для начала нужно включить лампу, задать нужное время. Лампа автоматически включается. И уже после включения при каждом последующем движении в лампе лампа загорается автоматически с помощью датчиков. Сейчас мы более детально сравним 2 лампы. Лампа Dreamemo и популярная Sun One. Я заметила одно очень неприятное отличие, которое действует не в пользу Dreamemo. В лампе Sun One есть 4 кнопки, да, они не сенсорные, но мы включаем, к примеру, на режим включения. Лампа загорается, закончилось 2 минуты, помещаем руку в лампу, и она снова включается на эти 2 минуты. Здесь также включили лампу, поместили руку, включается автоматически 2 минуты, просушили, вытянули, лампа выключилась. Нажали на 30 секунд. По истечению времени мы вынимаем руку, лампа прекращает светить, но при последующем помещении руки в лампу лампа автоматически включается снова на 2 минуты, то есть нет закрепления секундомера, которое есть в лампе Sun One. Если мы один раз нажали 30 секунд, то все последующие разы будут сушиться только на 30 секундах. Для меня это одна из важных функций, так как в основном все материалы для гибридных ламп сохнут приблизительно 30 секунд. И постоянно переключать таймер не совсем удобно. Также лампа Sun One имеет металлический поддон с зеркальным отражением, что очень хорошо, когда вы просушиваете ногти, ведь свет отражается и материал хорошо просушивается под ногтем и в зоне запечатанных торцов ногтя. Поддон лампы Dreamemo пластмассовый
Он имеет небольшую выпуклость, я не очень понимаю, зачем она, возможно, для удобства, но чтобы оно подходило под ладошку, руку нужно засунуть намного глубже, чем это позволяет сама лампа. Теперь про саму функциональность светодиодов. Количество их одинаковое, 48 и там, и там. Чувствительность датчиков движения также идеальная, как в одном, так и в другом варианте. Цвет диодов, как видим, немножко отличается. Расположение диодов также одинаковое, что дает огромный плюс новой лампе Dream-Memo. Датчики движения реагируют в секунду, но мы видим отличие цвета диодов. Если в лампе Sunwan они ярко-фиолетового цвета, то в новой лампе Dream-Memo это холодный голубой цвет. Я не могу точно сказать, как это повлияет на просушку материала. Это мы также проверим. Но если судить по ощущениям, поместив руку в лампу Sunwan, мы очень ярко ощущаем тепло, которое исходит от светодиодов, то поместив руку в лампу Dream-Memo, это тепло ощущается намного меньше. Показатель ли это мощности диодов или того, что не будет жечь материал в лампе, сказать можно будет только поработав с этой лампой. А сейчас мы посмотрим, как лампа Dream-Memo ведет себя в работе с материалами. Помещаем руку в лампу. Рука помещается свободно. Цена данной лампы дешевле в 2 раза, нежели оригинал лампы Sunwan. Затем покрываем типсу гель-лаком, который заказан с того же любимого сайта AliExpress. Гель-лак с эффектом кошачьего глаза, поэтому с помощью магнита добиваемся нужного эффекта и помещаем в лампу на 10 секунд. Ведь тонким слоем в лампе Sunwan гель-лак просыхает именно за 10 секунд. После по истечению 10 секунд мы проверим, высох ли гель-лак. Вытираем салфеткой. Как видим, цвет остался, лак не скукожился, то есть он тонким слоем за 10 секунд успевает просохнуть в этой лампе. Так как сейчас стало удобно и популярно работать полигелем, нанесем объемную каплю полигеля на типсу. Помещаем в лампу на 30 секунд. Это то время, за которое должен полностью просыхать полигель. По истечению времени проверяем прочность просушки. Металлическим шпателем я пытаюсь прогнуть гель. Если он просох не полностью, то, естественно, прогнуть гель мне удастся. Но, как видим, гель высох прочным, то есть и с этой миссией лампа справилась. На вид лампа необычная, симпатичная и по функциям немного уступает популярной лампе Sunwan. Ссылку на продавца и лампу я скину в описании под видео. Если вы решили побаловать себя данной лампой или любым другим товаром, то делайте это 11 числа 11 месяца, ведь именно в этот день AliExpress дарит огромные скидки на все товары. Надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.